Топ-5 ТВ-боксов дороже $100, потому что новый участник, который, наверное, многие уже догадались, о ком я говорю, вернее, о чем я говорю, но обо всем по порядочку. Короче, топ-5 ТВ-боксов дороже $100 на лето 2025 года от канала Технозон, а в этом мы лучше. Поехали. Слушайте, ведь для жителей Украины у нас есть еще и акция. Компания Nexon и канал Технозончик вам дарят 6 плюс 6 месяцев контента, то есть 12 месяцев контента от Свит ТВ и Nexon ТВ при условии покупки ТВ-боксов на сайте Nexon.ua с промокодом Технозон. А каких ТВ-боксов? Так вот, Nexon, Rocktech, Hamatix, Kikpi и On TV. Пожалуйста, покупаем, либо если вы не знаете, где покупать, сосканировали QR-кодик, либо в описании под видео есть условия этой акции со ссылочкой, с промокодиком, перешли, купили, получили. Вы получаете гарантию от компании Nexon, официальную гарантию и, конечно же, 12 месяцев крутого контента. Ну и не надо ждать с Алиэкспресса. Слушайте, ну столько всего произошло на самом-то деле. Дело в том, что кое-кто начал играть по-взрослому, и я вам могу сразу сказать на старте, что это компания Kinghang. О чем идет речь, буду говорить сразу, но мы начнем с конца, или давайте с первого места. Как всегда, с первого места. Почему? Потому что это Rocktech G2, и да, он не то что актуален, он просто мега охренителен в том плане, он получил Android TV 14, на секундочку, Android TV 14, при том, что цена его стала вообще вменяемой. Если он раньше там стоил 130, 140, 150 долларов, то сейчас он может стоить там 109. А если брать еще купоны на скидку, если вы на aliexpress.com делаете покупки, то вообще можно купить его очень-очень дешево. Это версия 4 на 32, есть версия 4 на 64, 112,80, с купоном будет дешевле, говорю сразу. Не для всех странов мои купоны подходят, но они в описании под видео. И, конечно же, там есть ссылка, где купить. Тут вообще другой вариант. Я вам даю не только ссылку, где купить, и купон. Там есть еще ссылочка на обзор и Android 14, и базовый. Но почему, вот вы меня спросите, вот есть же Hamatix Box R4K+, я вам объясню. Дело в том, что Hamatix Box R4K+, при том, что он стоит на пару долларов дешевле, все-таки не такой предпочтительный. Во-первых, да, он получает Android TV 14 тоже. Это Netflix сертифицированные ТВ-боксы, примерно одна платформа, но у него есть различия. У него, именно у этого Hamatix, во-первых, меньше пульт, вот этот вот, он хуже. И плюс у Hamatix, если вы любитель Core Elec, есть такая операционная система, минимальная операционная система Linux, то в этой операционной системе у него не работает LAN. Вот такая вот ситуация, хотя эти два ТВ-бокса могут воспроизводить Dolby Vision 7 профиль в двух слоях, вдумайтесь, под Core Elec. Под обыкновенным андроидом эти TV-боксы могут все, они полностью сертифицированы. Это традиционный Android TV, это iMlogic S905X4XK, это 1000 мегабитный LAN, это с Dolby Audio. Кстати, Dolby True HD у Rocktech есть. При этом, слушайте, а вы подписались? Нажали колокольчик? Я что-то не вижу, вы смотрите без подписки. Ну да ладно, дело ваше, но в следующий раз пропустите очень важный, когда мы там розыгрыш опять вернем на канал. И это один из тех ТВ-боксов, которые использую я сам. Я могу вам сразу сказать, какие я использую. Я использую на постоянно Rocktech G2, я использую Rocktech GX1, либо тот же самый Yubus SK2. И на текущий момент использую еще Xiaomi Mi Box 2 ревизии на S905X5M. Но там я его поставил в спальню, все-таки 2 гигабайта памяти немножечко маловато. Но вот этот вот ТВ-бокс, это для меня топ-1. Никакие AI-SAR мне не нужны, там всякие 4К апскейлы, потому что я на нем смотрю нативные 4К на своем LG Dolby Vision телевизоре. Вот как-то так. Если вы в Украине, то можете купить это у официального представителя Nexon, при этом еще и с подписочкой на 2 месяца. А сейчас есть акция, но при этом они дают гарантию 2 года. Так что ссылка в описании под видео, как и ссылки на все то, что мы сегодня будем рассматривать, лежат в описании под видео. И ссылки на обзоры. Слушайте, ну, очень классный ТВ-бокс. Топ-1 однозначно. Hamatix тоже вам ссылку закину, но все-таки Rocktech мне зашел получше.
А на втором месте у нас заслуженно Югус SK1, и это самый мощный ТВ-бокс, который сейчас вот есть на рынке. Некоторые считают это NVIDIA Shield TV, но извините меня, NVIDIA Shield TV немножечко уже устарел. Устарел в плане отсутствия AV1 кодека, в плане того, что там нет HDR10+, в плане того, что там нет HDR10 в YouTube, вообще никакого HDR в YouTube нет. Ну и само собой профиль 7 уже научились даже там какие-то, ну не какие-то, допустим, Rocktech это Saya Robotics производитель, нифига себе производитель для американского рынка. И тут вот Югус у нас, да, он мощнее по Antutu, он мощнее по 3D Mark, при том, что это Amlogic S928XK процессор, 8 на 128, но здесь 32-битная операционная система, хотя ядро 64 биты, 8 гигабайт он действительно может адресовать. Дорого, богато, но абсолютно не греется. Это конкретно для тех методов просмотра, которые вы знаете. Хотя тоже первые ТВ-боксы, они спокойно матриксы, любые методы просмотра поддерживают. А здесь у нас все намного интересней. Это чистый Android изначально, вы можете накатить Android TV модуль, у него 1000 мегабитный LAN, есть все форматы звука в пробросе, какие вы хотите. Dolby Atmos через True HD, DTS:X, DTS HD Master Audio, Dolby Digital простой, Dolby Digital плюс. У него есть, допустим, тот же самый Dolby Vision 5, 8 профиль, 7 без второго слоя. Там есть Югус Player, Югус прошивка со всеми типами автофреймрейта, хотя все топы у нас здесь со всеми типами автофреймрейта. И здесь конкретно нормальные сервисы Google. Я на этом сейчас акцентирую внимание. Вот это прям вот топ-топ. Из не сертификатов это самый топ, который может быть. Вот другого нет, я вам серьезно говорю. Это вот сам, вот если взять не сертификат, то я бы рекомендовал его покупать всегда. Но денег-то не всегда у всех хватает, поэтому у нас есть топы разные, да. А теперь дальше. На третьем месте вот это вот та самая новинка Kinhan K9. Стоит он $169. Он тоже на AMLogic S928XK. Версия 4 на 64, поддерживает Dolby Vision, HDR10+. Кстати, все топы у нас здесь поддерживают HDR10, HDR10+, и Dolby Vision. И тут немаловажный аспект. Вот этот вот ТВ-бокс это прямой конкурент Зиду. Если Югус это традиционный ТВ-бокс, то это больше медиаплеер. Максимально урезались сервисы Google, хотя здесь Google Play Store есть, и можно авторизоваться, даже как-то там добавить через заднюю ногу, скажем так, Google аккаунт. Но он имеет свой вот этот вот вариант постер-вола, да, вот как у Зиду. То есть это Зиду на минималках. Да, у него нет Music Player, но все форматы звука тоже там вообще сумасшедшие. Он поддерживает Blu-ray диск и SAW, то есть он проигрывает Blu-ray диск меню, мощный, холодный, вообще не греется. При том, что у него есть вот эта вот своя каталогизация, да, то есть смотрите, Dolby Vision, Dolby Atmos. Еще немаловажный аспект. В Югус SK1 есть 4К апскейлер, то есть уплавнялка 4К. В том же самом Кинханке тоже есть уплавнялка 4К и так называемый IPQ, который отрабатывает кадр за кадрой картинку. То есть вот этих вот двух топов он однозначно есть. И тут видите сразу HDR10+, DTS:X. Он больше стример. Вы можете стримить, например, подключаться к NFS серверам, к Samba серверам, как в принципе и Югус. Только Югус это больше Android TV Box, а это больше такой урезанный TV Box со своей оболочкой. Без Android TV, без каких-либо моментов, но оболочка я сделал обзорчик, тоже идем в описании под видео. Плеер получился топовый. Именно как плеер. Вот возможность, вот видите, свой постер-вол, монтаж Cool постер-вол с каталогизацией, с описалками, самбо сервера, с USB, NFS, Cloud драйвом. И вот видите, BDMV ISO он поддерживает, тот же самый AMLogic, и на нем даже поиграть можно. И он даже позиционируется, там у него встроенные есть, ну как, предустановленные некоторые моменты для
ретро-гейминга. Тоже об этом сильно не рассказываю, потому что ютубчик чуть-чуть злится. Отличный ТВ-бокс. И тут мне могут задать вопрос, почему ты не рассматриваешь Kinhan K9 Pro. Да, есть такой Kinhan K9 Pro, я вам сейчас объясню. Дело в том, что Kinhan K9 Pro это обманка. Его сделали максимально вообще близким к ZID. Рассказали, что вот за $202 это лучше, чем K9, но нет, он не лучше. В нем нет Dolby Vision, в нем, хотя есть 8 гигабайт памяти на 64 хранилища и Android TV 12 типа, я вам объясню, есть один большой недостаток, это ROG-чип. ROG-чип 3588S, никакого Dolby Vision. Да, Wi-Fi, кстати, тулит в Кинханке просто сумасшедший, как и в Югусе. И вот и Югус, и Кинханг, и Зиду на текущий момент это ТВ-боксы. Это ТВ-боксы медиаплеера, которые имеют полноценный вывод 8К, 60 Гц, либо 4К, 120 Гц. Вы должны это понимать. И вот Kinhang Pro, он не заслуживает на текущий момент внимания только из-за этого ROG-чипа, потому что вы там, там по сути впилили тот же самый Poster Wall, ISO BDMV и все, вот он с USB Samba. Но ROG-чип всегда был ROG-чипом, хотя тут можно поиграть в PlayStation 2 эмуляцию. Хорошо. С кинханками понятно. 4 место бескомпромиссно Югус X4Q Extra. Сама Extra стоит дороже, $124. Я вам объясню. Дело в том, что это единственный не сертификат, а он нужен. Кстати, и у Югусов есть Widevine L1, как и у Кинханка. Тут будут работать стриминговые сервисы, кроме Netflix. Все будут практически работать, кроме Netflix. Это прикольно. При этом 1000-мегабитный LAN, и вот у Югуса есть одно преимущество. Для чистого андроида он также, у него, во-первых, 8 на 120, его 4 на 128, это какой-то нереальный такой, знаете, челлендж. Ой, верните мне мою экстру. Во-вторых, это iMlogic S905X4, а в-третьих, это у нас момент того, что у него также на Core Elec работает беспроблемно Dolby Vision 7 профиль FL. Вот просто беспроблемно. Вы должны это понимать, поэтому он на 4 месте, на 1 все-таки сертификат плюс Core Elec, там больше выигрывает. Если нужен чистый Android, то он тоже здесь присутствует. Посмотрите мой обзорчик, я его делал. Ну и на пятом месте у нас медиаплеер ZIDU за $278. ZIDU Z9X 8K, я вам скажу так, мы уже делали на него обзорчик, очень крутая штука, 6 на 64, но это конкретный плеер. Вот давайте мы будем это называть своими именами, это конкретный плеер, но он выигрывает за счет того, что у него есть VS10 конвертация, технология, которая позволяет Dolby Vision впихнуть, например, в SDR, либо в HDR, либо в HDR10, в HDR10+. Это раз. Во-вторых, все форматы звука, кроме Poster Wall, который каталогизатор фильма, у него есть также SATA интерфейс. Вот, пожалуйста, его сбоку здесь можно увидеть. У него шикарные функции искусственного интеллекта, апскейлеры, конечно же, то же самое там с автофреймрейтом, но у него есть большое отличие, он подходит для музыки с его декодингом DSD, APE, флаков, вавов и тому подобное, это конкретно для ценителей музыки, очень классная тема, при этом с интерфейсом управления RS-232 для некоторого музыкального оборудования, очень хорошо подходит, и я очень-очень сильно его советую, но это 5 место дорого-богато, а во внетопе у нас сидит Google TV стример 4K, из-за его картинки на Mediatek, отличный стример, 1000 мегабитный LAN, но какого черта не сделать ни одного нормального USB. Вот это вот очень сильно пугает пульт. Хотя сейчас пишут уже ребята, что пошел пульт нормальный, но есть моменты. У меня этот стример лежал со скрипучим таким пультом, достаточно неинтересным. И все-таки то, что он сертифицирован, есть Dolby Vision, Dolby Atmos, да, все прикольно, все хорошо, но $134. Ну, извините меня, дорого-богато, чересчур перенасыщенно, поэтому он сидит во внетопе, хотя поймите, что там картинка очень-очень хорошая, прям на уровне каких-то там вот этих вот ТВ-боксов с AI SR, с AI PQ, и в принципе тут имеет значение. Но первое место для меня это, конечно же, Rocktech G2, который я использую вот каждый день. И что я могу еще сказать? С вами был Бабл на канале Технозон. Все ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Пока.